Сейчас я расскажу, как же все-таки мне удалось избавиться от грызунов и прогнать их из своего жилища. Из-за постоянного машинного вошкания за вот этим вот войлоком я категорически не высыпался, усталость накапливалась. Я начал привыкать к этим шумам и в принципе уже засыпал, не обращая внимания на мышей. Но это длилось до того момента, пока среди ночи меня кто-то не укусил за мочку уха. Я не знаю, может мне это привиделось сквозь сон, но я проснулся, сон сняло как рукой, и я начал думать, как бороться с этими, не знаю, как их обозвать, ну, в общем, с грызунами. Во-первых, у меня есть, вернее, был мятный чай. Я его уже весь израсходовал. Некоторые пакетики я пораскладывал вот так между бревен. Ну, в общем, полный термос был пакетиков и полстакана воды. И получился такой ядреный концентрированный аромат. В общем, этим я тоже всем пообливал бревнышки. Вот здесь также я положил пакетики. Сейчас я возьму фонарик, чтобы было виднее. Я, конечно, вообще испугался, что за чупакабра там может жить. Я не знаю, какая должна быть мышка с такой наружкой. Ну что, мыши прорвали оборону, в наглую разгуливают по всей землянке. Капитулировать даже не думают. Но, как говорится, лучшая защита — это нападение, поэтому я принял контрмеры, соорудил вот такую вот ловушку. Это будет работать примерно так. Сюда я закреплю приманку для мыши и поставлю ведро таким образом, чтобы они заходили вот с этой стороны. И когда они перейдут к приманке, центр тяжести переместится и она провалится в ведро. Ну что, адская машина готова. Вот я прикрутил кусочек сала на саморез, набрал ледяной водички и пришлось отбалансировать еще дополнительно двумя саморезами, чтобы не перевешивало. Но теперь все отлично работает и я жажду мести. Время 22:30. Лежу, отвечаю на ваши комментарии. Слышу звук бульк. Первый пошел с легким паром. Сегодня нарезал немного дровишек, вот таких дубовых бревнышек. Думаю, хватит на несколько дней. Сейчас я их пока экономлю бензин, потому что неизвестно какая погода, а бензина и масла уже осталось немного. Поэтому вот так вот небольшими порциями подрезаю и потихоньку топлю. Ну, такое крупное поленце, в принципе, вылазит мне в топку. И одно-два поленца мне хватает на всю ночь, даже при сильном морозе. Поэтому печка получилась достаточно экономная. А землянка хорошо утеплена. Поэтому особых проблем с дровами нету. Но вот это возьму сразу порубить на мелкие. Часть пеньков я режу длинные, на длину всей топки, которые закладываю уже перед сном, чтобы они долго тлели. А часть не очень высокие, такие, чтобы было проще наколоть топором. Мимо. О. Угу, пенек замерз.
Для того, чтобы печь горела максимально эффективно, можно было приготовить еду и с другой стороны не было сильно жарко, я закладываю дрова необычным способом. Кладу один большой пенечек в самый низ, а с краю и сверху укладываю небольшие дровишки, которые дадут достаточно жара для приготовления еды, а потом сам пенечек будет потихоньку тлеть и давать необходимое тепло для землянки. Я уже примерно понимаю, какую закладку нужно делать, чтобы комфортная температура была внутри. Ну вот ужин готов. Картошка, тушеная капуста, яичница, немного сала, сухарики и домашняя аджика. Маме большое спасибо, очень вкусно.